Друзья мои, всем привет! В этом ролике я хотел бы обсудить важную тему: как быть образцовым рейдером и кто такой рейдер мечты в игре State of Survival. Этот ролик будет своеобразным продолжением видео про теневые и двойные рейды. Поэтому приготовьтесь запоминать для себя или же для того, чтобы учить своих сильных игроков. Для начала следует понимать, что в первую очередь слово рейдер ассоциируется с донатными игроками. Но только денег для достижения высот не хватит. Как говорится, играть купил, а уметь не купил. Поэтому сегодня мы разберем, какие действия помогут вам или вашим рейдерам улучшить свои внутриигровые результаты. Не отходя от темы доната, начнем с самого простого, хотя у многих и это вызывает большие трудности. Если вы готовы на постоянной основе покупать те или иные наборы, и даже если вы не так часто совершаете внутриигровые покупки, то не забывайте перед этим взять соответствующее задание в событии «Вызов Союза». Это будет небольшим бонусом для вашего альянса, и вы поможете своей команде укрепить позиции в рейтинге. Как я уже сказал выше, деньги не помогут вам выиграть игру. Для этого нужно прилагать немало усилий. В большинстве случаев работа рейдера порой даже сложнее, нежели задачи среднестатистического игрока, который наполняет рейды. Во-первых, нужно освоить искусство теневых рейдов на максимум. Многие думают, что это легко. Открыл кнопку или окно создания рейда и ждешь команды. Но на самом деле порой людям приходится сидеть в ожидании теневого по 10-15 минут и при этом всегда быть сфокусированным. Сейчас мы даже не берем в расчет то, что рейдерам тоже нужно лечить войска. О проблемах, с которыми сталкиваются такие игроки, мы уже говорили в ролике про обратную сторону медали топ-донаторов. Теневые рейды могут играть огромную роль в ходе сражения, в котором вы являетесь не самым сильным соперником. Если запускать теневые рейды без больших пробелов по времени, то даже в случае сражения с более сильным оппонентом, ваша атака сможет его выбить, так как получится своеобразный двойной удар. Сначала соперник потратит войска на удар по вашему союзнику в строении, а потом придет ваш удар теневым рейдом в качестве атакующего. Таким образом, разница в показателях нивелируется, поэтому нужно быть бдительным и не упускать команды ваших союзников. Также не забывайте о мелких уловках по типу сброса рейда, ведь вы должны уметь как работать с теневыми, так и работать против них. Создавая рейд на Капитолий или другое строение в зависимости от события, вы заставляете соперника использовать их теневой, но на деле вам ничего не стоит сбросить ваш рейд и сделать новый. Конечно, соперник может выжидать некоторое время, чтобы убедиться, действительно ли вы не создали обманку. Может даже наблюдать на карте, как в ваше поселение следуют марши ваших союзников. Но вы в любой момент, как только увидите, что соперник открыл рейд, отменяете свой и создаете новый. Также необходимо быть готовым к тому, что и соперник будет применять подобную тактику против вас. Защиты от этого нет. Если вы научились использовать теневые рейды, то теперь можно переходить и к двойным. Конечно, если вы фулл игрок, вы сможете выбить соперника с одного похода. Но не все рейдеры имеют максимальную прокачку, так что двойные рейды остаются одним из основных инструментов в крупных битвах. Относитесь к таймингам очень внимательно. Не отправляйте двойные рейды без точных вычислений. Если между вашими рейдами появится пробел хотя бы в 3-4 секунды, то против действительно организованной команды это скорее всего приведет к поражению. Мало того, что вы впустую потратите время на провальный двойной рейд, так вы еще подавите моральный дух ваших игроков, особенно тех, кто вступил в оба рейда. Да, неудачные атаки — это часть большой битвы, но когда это не просто провальные сражения против намного более сильного противника, а лишь нехватка хорошей организации, то у многих игроков просто опускаются руки, нет желания лечить войска, чтобы вновь загнать их в призывной пункт. Теряется вера в победу и намного проще закрыть игру до окончания битвы. Поэтому хочу дать совет рейдерам и игрокам, которые руководят процессом сражения. Пересчитывайте тайминги несколько раз, чтобы не совершать ошибок, которых можно избежать. Также не стоит забывать о соло-походах. В битве двух равных противников ваша одиночная атака до удара рейда может нанести урон, который повлияет на исход сражения. Роль разницы в 50 тысяч войск при условии очень близких показателей соперников на самом деле огромна. Поэтому один или два одиночных похода также могут привести вас к победе.
Следует учитывать еще один очень интересный момент. После того, как ваш рейд провалился, проверьте отчет. Сколько войск осталось у соперника? 700 тысяч, 500 или же всего 150? В некоторых случаях соло-марш, отправленный вслед за рейдом, может добить остатки войск противника, и вы займете строение. Если это удалось, то необходимо, чтобы вам очень быстро отправили подкрепление, иначе противник, так же как и вы на ускорениях, выбьет вас. Поэтому давайте поговорим про отправку подкреплений. Не забывайте, что по внутриигровым ресурсам, я имею в виду биокапсулы, вы превосходите 99% игроков, в том числе и членов вашего альянса. Поэтому не скупитесь на отправке подкреплений, если того требует ситуация, тем более чаще всего вы находитесь очень близко к Капитолию, что в разы облегчает отправку подкрепления. Далее я предлагаю обсудить смену лидеров в строении. Обычно в альянсах всегда есть пара игроков, которые отвечают за смену рейдера на игрока с защитными героями. Но вам тоже стоит обращать на это внимание. Например, случайно выбрали не того игрока или же сменили лидера строения до полного заполнения. Второй вариант опасен тем, что игрок с защитными героями может иметь намного меньше лимит рейда, а это может привести к поражению. Отдельно хочется поговорить о событии рейд на резервуар. Здесь появляются дополнительные требования к рейдерам. Давайте разберемся, какие именно. Первое – это подкрепление союзников. В ходе сражения ваш соперник может стараться обнулять ваших игроков, что приведет к неполным рейдам и проигрышу. Чтобы избежать это, крепите наименее сильных игроков в вашей команде. Тем более все находятся рядом друг с другом. И если вам срочно понадобится ваш поход, вы очень быстро сможете его вернуть. Также вы можете помогать вашему альянсу на водосборниках, отправляя туда ваши младшие походы, то есть 4-й или 5-й по силе марши. И не стоит забывать о ваших возможностях, а именно работа по обнулению вступающих игроков соперника. Старайтесь играть по-умному. В резервуаре после того, как противник вас выбил, у вас будет 2,5 минуты на ответный рейд до оккупации здания. Используйте это время с максимальной пользой. Вы можете позволить себе пару колких ударов, которые могут навредить заполняемости рейдов вашего оппонента. Отдельно хочу проговорить ошибки, которые можно совершить всегда в любом событии. Перед каждым ударом вы должны точно знать, что таланты шефа находятся на войне. С быстрым переключением талантов очень легко запутаться. Также не создавайте рейды без штурмовика. А при регистрации в событии бета-война альянсов убедитесь, что ваше авиасредство находится в поселении, иначе бонусов штурмовика при регистрации вы не получите. Также следите о том, каких героев просят использовать для рейда. Не всегда использование 3 резонаторов наилучший вариант. И помните, если игроков просят вступить в рейд с формацией 60-10-30, то эта информация относится и к вам. И наконец, не забывайте о том, что помимо основных баталий есть и ментальная составляющая. Если вашему альянсу нужна помощь в пробитии штаба соперника с ресурсами или же для очков событий и убийств, то не оставайтесь в стороне. Если вы не хотите терять войска, вы можете запустить рейд с несколькими солдатами, ведь ваши боевые показатели будут работать. И главное, оставайтесь человеком. Вы сильнее множества игроков, но хочу вновь повторить мысль, которая прослеживается во всех моих роликах про рейды и донат. Без ваших союзников высокая статистика превращается в пыль. Разве что летать в одиночку и выжигать всех, кто без щитов. Но это вам быстро надоест. Не скупитесь на похвалу. Обычному игроку приятно получать позитивные комментарии от топ-игрока. Это помогает в поддержании внутренней химии вашего альянса. Есть вы, есть обычный игрок, и вместе вы команда. А сильная, сплоченная, сыгранная команда, которая работает на общий результат, лучшее, что есть в игре State of Survival. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях, являются ли ваши рейдеры рейдерами мечты. Если нет, то чего им не хватает. Берегите себя и не вступайте одновременно во все рейды на Капитолий. Всем пока!